еще два проекта. Пожалуйста. Мы обычно вместе с вами открываем значимые для москвичей проекты, не только для москвичей, но, в общем, они знаковые в значительной степени и для всей страны. Один из таких проектов – это национальный проект здравоохранения, который мы, так же, как и вся страна, активно участвуем и поставили, может, даже более амбициозные цели – реконструировать полностью, 100%, построить заново, реконструировать всю материально-техническую базу здравоохранения Москвы. В Москве вообще около 4 миллионов квадратных метров площадей здравоохранения, большая часть из которых была физически и морально устаревшей. Вот мы за последние годы построили и реконструировали 3 миллиона квадратных метров. Наша задача до 30 года закончить эту программу и еще 1 миллион квадратных метров построить заново и реконструировать. Первая часть этой задачи была реконструкция наших поликлиник, амбулаторного звена, то, что вы неоднократно говорили, потому что там непосредственный фронт-офис здравоохранения, что называется. Там самый большой поток граждан, которые приходят и получают первичную помощь. В Москве это вот поликлиники, которые мы реконструировали за эти годы, охватывают практически 95% всей амбулаторной помощи. 100 миллионов человек посещают ежегодно. И это не только новое здание, это новая среда, это новая планировка, новый стиль, новые отношения к пациентам. Это какое-то совсем другое настроение и для врачей, для их работы комфортной, и для пациентов. Сегодня мы открываем одновременно 15 поликлиник. Я надеюсь, они на связи. Если можно, включите, пожалуйста. Городская поликлиника 170, пожалуйста, вы нас слышите? Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович и Сергей Семенович. Разрешите от всего нашего медицинского сообщества выразить вам признательность и благодарность за ваше участие в реализации национального проекта здравоохранения, за активную позицию и развитие медицины, за заботу о здоровье наших граждан. Сегодня для нашего коллектива настоящий праздник. Мы после реконструкции открываем уже 6-е здание нашей поликлиники. Теперь все наши филиалы имеют широкие возможности и соответствуют всем передовым стандартам. Раньше у нас не было для работы таких прекрасных условий и такого медицинского оборудования. Ну а сегодня у нас есть практически все для того, чтобы оберегать и поддерживать здоровье наших граждан, для того, чтобы оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. Спасибо вам большое, уважаемый Владимир Владимирович и Сергей Семенович. Поздравляю вас и желаю успехов. Спасибо, Владимир Владимирович. И вторая часть наших усилий – это стационарное звено. 1,5 миллиона квадратных метров мы тоже реконструировали, построили заново. В некоторых клиниках Москвы вы были лично, Владимир Ильич, Морозовской, Коммунарке, центре, современные, крупнейшие комплексы. Сегодня мы запускаем детскую больницу Святого Владимира. Это, пожалуй, одна из самых старейших вообще в Москве. В следующем году исполняется, если не ошибаюсь, 150 лет этой больницы, юбилей. Я надеюсь, что этот юбилей коллектив уже переселится и начнет принимать пациентов в новом корпусе, который мы сегодня вводим. Если можно, пожалуйста, главному врачу слово. Пожалуйста. Добрый день. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Сергей Семенович, спасибо большое за то, что уделяете столь пристальное внимание национальному проекту здравоохранения в нашей стране и городе Москве.
Разрешите от лица всего коллектива выразить искреннюю признательность за создание этого уникального комплекса, медицинского уникального комплекса. А теперь в нем есть все необходимое для оказания медицинской помощи нашим маленьким пациентам на самом современном медицинском оборудовании и применяя новые, самые современные технологии на сегодня. Разрешите начать работу нашего нового многофункционального медицинского комплекса детской клинической больницы Святого Владимира. Вперед! Успехов! Владимир Ильич, и уже так традиционно на День города мы сдаем новые станции метрополитена, продолжаем развивать Московский центральный узел, который вы непосредственно курируете, контролируете его развитие, потому что это усилия не только Москвы, но и правительства Российской Федерации, российских железных дорог. Что касается метрополитена, то в этом году с учетом МЦК мы увеличили протяженность линии метро на 87%. И как вы ставили задачу, что к 2028 году мы должны удвоить протяженность метро, я думаю, у нас получится решить эту задачу. Ну а сегодня мы вводим первый этап Троицкой линии метро. 27 километров, 11 станций. Сегодня часть станций мы уже ввели в том году. И вот 4 станции, которые свяжут как раз участок от Большой кольцевой линии метро до МЦК. Это Новаторская, ЗИЛ, в центре города практически эти 4 станции. Сложно их строить было в силу того, что они строились в таком уже стесненных условиях, сложных. Вот эти 4 станции запускаем, и вся линия до Новой Москвы, до Коммунарки будет функционировать как единый уже этап, как единый организм. Ну, а дальше пойдем уже в сторону Троицка. Если можно, включите, пожалуйста, строителей. Это станция метро Крымская, Владимир Владимирович, рядом с Севастопольским проспектом, поэтому называется Крымская. Там Крымская станция МЦК и станция метро Крымская. Максим Федорович, пожалуйста, доложите о готовности строительной. Уважаемый Владимир Владимирович, Сергей Семенович, сегодня метростроители сдают первый этап Троицкой линии, которая по завершении работ станет самой протяженной из радиальных линий московского метро. Особое внимание при строительстве уделили вопросу импортозамещения. Более 90% оборудования и все отделочные материалы изготовлены на отечественных заводах. Здесь впервые спроектирована и реализована цифровая навигация. Применена отечественная система микропроцессорной централизации управления движением поездов. Внедрено диспетчерское управление на базе технических решений российских производителей. При строительстве станции Крымская был установлен отраслевой рекорд по скорости возведения станционного комплекса. Сооружение станции с момента завершения проходки до пуска выполнено всего за 15 месяцев. Это в 2 раза превышает сроки строительства аналогичных станций. На всех этапах мы, метростроители, чувствовали активную поддержку руководства города и готовы и дальше выполнять поставленные задачи. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Сергей Семенович, докладываю. К пуску участка все готово. Разрешите открыть движение. Разрешаем. Начать движение. Докладываю, что движение с пассажирами на новом участке Троицкой линии Московского метрополитена от станции ЗИЛ до станции Новаторская запущено. Поздравляю сегодня Москву с Днем столицы. Поздравляю медиков, транспортников. Хочу отметить, что все, что происходит в Москве,
без всяких сомнений касается всей страны. Потому что Москва – центр России. Политический, экономический, индустриальный, логистический центр России. Но поздравляя сегодня москвичей с праздником, хотел бы вернуться к тому, с чего мы здесь начали, с космической отрасли. Без всякого сомнения, вклад Москвы в развитие космической отрасли вот здесь уж точно напрямую касается всей нашей страны. Потому что это знаменует новый этап в развитии космической отрасли, закрепляет Россию в качестве одного из центров и лидеров развития в этой важнейшей сфере. Да, мы хорошо знаем, в правительстве хорошо знают, а присутствующие здесь тем более. У нас много вопросов, которые нужно решать, и много вопросов, которые нужно ставить для решения. Уверен, что если мы будем двигаться вот таким темпом, все эти вопросы будут решены. Я хочу поблагодарить еще раз московские власти за помощь, которую они оказали в строительстве этого центра. И можно гордиться, и мы гордимся этим, но это только один из этапов движения вперед в поддержке и развитии космической отрасли в России. Поздравляю вас и желаю всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.